У таджикских мигрантов, ищущих лучшей жизни, появилась новая мечта – переезд из недостаточно хорошей России в прекрасную Германию. Однако оказалось, что этот процесс полон нюансов и сложностей, и в итоге многие услышали неожиданное: «Вы сами испортили свою репутацию». Россияне тем временем поддерживают любые подобные устремления мигрантов. Обсудим все это в нашем текущем выпуске. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Истории таджикских мигрантов, стремящихся к лучшей жизни в Германии, становятся для них все более актуальными. Многие из них, устав от постоянных проверок и сложностей жизни в России, ищут пути для переезда в Европу. Однако, как показывает опыт, этот путь непростой и доступен далеко не всем желающим. Те, кто уже смог переехать, делятся своими историями успеха и трудностей, с которыми им пришлось столкнуться. Так Одинаев, блогер из Таджикистана, живущий в Германии, рассказал о своих соотечественниках, которые уже обосновались в этой стране. Один из них, приехавший из России, мечтает стать IT-специалистом, другие занимаются единоборствами, некоторые даже профессионально. Все эти молодые люди еще учатся в школе и переехали вместе с семьями. После просмотра видео многие таджикские мигранты, живущие в России, начали выражать свое недовольство нынешним положением дел. Они критиковали постоянные проверки и ограничения, с которыми им приходится сталкиваться. Их соотечественники ответили им неожиданно, но доходчиво. У них есть деньги и возможности, чтобы туда поехать. А у меня денег нет. Деньги решают все. Кто захочет по доброй воле жить в нищете? Пишет Мустафа. Если бы была возможность, мы бы тоже уехали в Германию. Но такой возможности, к сожалению, нет, пишет Сухроб. Подскажите, как можно уехать из России в Германию? У меня двойное гражданство, интересуются мигранты. Как попасть в Германию? Пожалуйста, объясните, я тоже хочу туда, спрашивает Шахабидин. Никак. Вы не беженцы, в Германию вам дорога заказана, отвечает Эмма. Уважаемые земляки, не надо ехать в Россию. Европа цивилизованная, там законы соблюдаются, призвал пользователь. Слушай, дело не в том, что где-то люди хорошие, а где-то плохие. Мы сами испортили свою репутацию в России. Ты разве не видишь, чем занимаются наши в России? Надо с себя начать, а не в других искать виноватых. Сами все испортили. Уверен, что через несколько лет в Европе к нам будут относиться так же, потому что многие наши с ума сходят, когда уезжают, пишет анонимный участник. Не надо сравнивать Германию с Россией. Дело не в том, куда мы поедем. Если мы будем вести себя здесь так же, как в России, через несколько лет здесь условия будут для нас не лучше. Если честно, сравнивать еще рано. Живите в Германии больше 5 лет и смотрите. Здесь тоже достаточно минусов. Здесь хорошо только тем, кто знает, как здесь жить. Если не соблюдать законы, то мы получим. 2 года назад в Праге был инцидент, и нам перестали давать визы, пишет Юсуф. Многие так называемые ценные специалисты приезжают в Россию из Таджикистана на заработки. После трагедии в Крокусе в стране ужесточились проверки выходцев из Центральной Азии. Некоторые мигранты восприняли это как давление и стали мечтать о переезде в Европу, Южную Корею или в Объединенные Арабские Эмираты. Но массовый отток таких людей из России остался только на словах. В свою очередь, россияне поддерживают тенденцию и призывают мигрантов ехать куда угодно, кроме России. Вот лишь несколько комментариев. Не соблюдают наши законы, не уважают нас, наши обычаи и традиции, всех отправить на родину, а оттуда пусть едут куда угодно, в Германию, Францию, США. Миграционная политика для них в России должна быть как в Саудовской Аравии, ОАЭ и других подобных странах. По программе переселения соотечественников принимать только представителей коренных народов России, у которых после развала Союза не было своих государств, считает Раиса. Не место красит человека, а человек место. Хочется спросить этих людей: вам было плохо в Союзе, вам плохо в России, вы выгоняли русских из своих республик, мечтали о независимости. Теперь вам плохо дома? Кто вам мешает свою независимую, счастливую и прекрасную страну строить? Пишет Светлана. Конечно же, другие страны лучше, чем Россия. Уезжайте, пожалуйста. И большая просьба: никогда сюда не возвращайтесь. Пишет Анастасия. Куда угодно хотят уехать, а почему домой не возвращаются, что так? Едут только на готовое, а у себя дома навести порядок не хотят, обустроить свой Таджикистан слабо. Или ума не хватает, задается вопросами Анна. А что насчет этого всего думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали.
Всем добра, всем пока.